Знаю Алана Злоева, да, знаю, что он очень сильно перспективный. Есть в любом случае ребята, которые могут дать ему бой, но ему нужно обязательно ехать на турнир в Турцию. Пришел Абдулла Эльдаров, который тренировался только месяц, и выиграл всех этих самых там наших молодых чемпионов. Пока не раскатал, но идем к тому, чтобы раскатать. 10 лет не выступал. Сейчас будем стараться в следующем турнире все набирать форму. И Эрмес моложе, и Денис как бы уже, мне кажется, перегорел спортом. Раньше у него было больше желания тренироваться. Виталий, как считаете, кто сильнее, пиковый Заур Пайзулаев или Ливан Сагинашвили? Все говорят пиковый. Мы сейчас говорим про настоящее время. Да. Что значит пиковый? Никто же не знает, какой Ливан был пиковый, какой был Заур пиковый. Да, вот, кстати, мне тоже вопрос интересный по поводу скулбоя. Что думаете? Я вот лично считаю, что скулбой один из самых перспективных в армрестлинге. Ну, понятно, что он пока юниор. Юниор, да. Это был он 7 лет назад. Он был юниором. Сейчас он уже мужик. Да, открыто. И он сейчас должен уже бороться в нашей тусовке. И бороться на равных со мной. Да. Бороться на равных также и с Ливаном, и с Эрмесом. Что думаете по поводу Кирилла Сарычева, его перспектив в армрестлинге? Ну, Кирилл Сарычев очень сильный. Даже мы с ним были на тренировке, и на отведение он поднял на 2 килограмма больше, чем я. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Пока не раскатал, но идем к тому, чтобы раскатать. 10 лет не выступал. Сейчас будем стараться в следующем турнире все набирать форму и бороться с молодых, постоянно как бы в форме стараться быть, независимо от возраста. Ну, для армрестлинга все возрасты по форме. Я часто это очень говорю, то что уровень всегда был на чемпионатах Европы, мира очень было сложно. Многие он не вырос. В отдельных категориях, может быть, вырос, но и тогда была конкуренция, и сейчас конкуренция. Сейчас более массовость, больше людей занимается армрестлингом, и, может быть, в отдельных категориях он стал очень сильным. Сейчас, чтобы выиграть чемпионат России, образно говоря, нужно попотеть. Да, очень тяжело. Вот 10 лет не бороться и выходить. Естественно, физическая форма у меня была достаточно хорошая, но психологически было очень сложно, потому что 10 лет в соревновательном режиме я не боролся, и где-то там локоть, где-то старт прозевал, где-то вот чувство стола, вот именно соревновательного у меня нет. Сейчас идем потихоньку. Пришел Абдулла Эльдаров, который тренировался только месяц, и выиграл всех этих самых там наших молодых чемпионов. Абдулла Эльдаров работает тренером. Он в форме, он тренируется каждую божью неделю, он стоит за столом со своими учениками и находится в прекрасной форме. Но тренировочный лайф к этому турниру у него был всего месяц. Если бы он бухал 10 лет, потренировался месяц, вышел к столу и выиграл один поединок у Сармата Дегурова, все должны были удивиться. Ну, ребят, это же не так работает. Человек в зале – это его работа. Поэтому, например, я не удивлен. Если бы, предположим, вышел бы Арсен Лилиев, который реально не тренируется, месяц потренировался бы и стал бы, например, третьим в плюс 100 или в 105, тогда бы все бы удивились и сказали, что арм не вырос. Вот. Поэтому здесь нельзя сравнивать. Здесь нужно понимать, что человек говорит и в какой форме он находится.
Абдулла Айдаров в хорошей форме. В хорошей форме, не в лучшей. Но опять же, он в зал ходит, он тренируется, он ребят тренирует, он за столом стоит. Он все это делает. То есть, грубо говоря, Пока пятый, он никуда первый. не уходил, он был всегда здесь. Да, он просто он был дисквалифицирован, да, у него не было возможности как бы бороться на официальных соревнованиях. Но он в форме себя держал. То есть он не расслаблялся. Это Так, как Денис быстренько Сопляков, пробегу. да, у него были проблемы со здоровьем, но он Вот, все как время раз тренировал вопрос про Дениса. ходил в спортивный зал. То есть он не бросал армрестлинг. Он всегда был рядом с армрестлингом. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня очень важно то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Не секрет, что в нашем виде спорта идет очень сильная нагрузка на суставы и сухожилия, возникает ноющая боль. И без спортивного питания здесь не обойтись. Предлагаем вам коллаген от немецкого бренда спортивного питания Magic Elements. Коллаген – это один из наиболее распространенных белков в нашем теле. Он содержится во всех соединительных тканях, сухожилиях, связках, костях, коже, стенках кровеносных сосудов и мышцах. Использование коллагена от Magic Elements, особенно в период тренировок, способно надежно защитить ваши суставы, кости и связки. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию. Такие как креатин, протеин, БЦА, витаминные и предтренировочные комплексы и многое другое. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Как думаете, кто сможет победить в категории Алана Залоева? Знаю Алана Злоева, да. Знаю, что он очень сильно перспективный. Есть в любом случае ребята, которые могут дать ему бой. Но ему нужно обязательно ехать на турнир в Турцию. И там показывать свою силу и доказывать свое титульство и выиграть пояс. Там очень много сильных ребят. То есть просто он борется на МС, допустим. Там есть сильные ребята свои ребята есть на СВС, да. И побороться бы им всем в совокупности вместе, было бы интересно посмотреть. Так, вот вопрос как раз про категорию больших ребят. Денис против Эрмеса тоже, Виталий на этот вопрос отвечал. Есть что добавить, Виталий? Денис, Эрмес. Да, ну, тут добавить нечего. Как бы Эрмес моложе, и Денис как бы уже, мне кажется, перегорел спортом. Раньше у него было больше желания тренироваться, и до операции, до того, как у него были проблемы со здоровьем, конечно, это все тоже влияет на все. Денис был в хорошей форме, это вот 18-й год, когда он боролся с Ларатом. Да. Когда он просто его стоял, и, по-моему, даже при этом жевал жвачку, и ему не мог Деван с места сдвинуть. Вот это был Денис, да, на пике. Там Денис даже стартовал в Девона. Ну да, тогда объективно была лучшая форма Дениса. Как вы думаете, он вернет эту форму или к той форме, наверное, уже приблизиться сложновато? Так вот, кто его знает, какая форма у него была и какая форма сейчас. Может, она такая же форма и есть. Может, он ее и набрал. Сейчас армрестлинг просто растет с невероятной силой. И те спортсмены, кто раньше выигрывал, ну, блин, они сейчас многие даже, мне кажется, из стойка бы не вышли. Армрестлинг растет серьезно, растет, да, и с тем учетом, что прибавляются финансы и спонсирование, все хотят выигрывать. Вот, кстати, интересный вопрос. Виталий, как считаете, кто сильнее, пиковый Заур Пайзулаев или Ливан Сагинашвили? Опять-таки пальцем в небо. Все говорят пиковый, пиковый. Мы сейчас говорим про настоящее время. Да. Что значит пиковый? Никто же не знает, какой Ливан был пиковый, какой был Заур пиковый. Мы сейчас говорим Тоже про настоящее время, кто как выступает и Угу. кто как себя чувствует. Я, допустим, боролся с Ливаном в 2019 году. Да, боролся с пиковым Зауром, да. В тот момент, когда мне было плечо. Но и я боролся с ним после того, как порубился я с Силаевым, да, и потом боролся я с Зауром. Угу. Тоже разные вещи. Но раз, допустим, Заур приезжает на соревнования, значит, он готов, правильно, на соревнования?
Да, То я есть тоже что так другие считаю. просто пишут, вот Заур был не готов, вот там ты выиграл больного Заура, Мгм. а мне что, нужно было проиграть ему, что ли? Потому что там, ну, Заур приехал с травмой, да, но я тоже приезжал с травмой, также проигрывал, но мне никто не говорил, что ты сейчас вот травмирован, бедный Виталий там проиграл Зауру. Мгм. Каждый приезжает на соревнования, если он приехал, значит, он готов. Проиграл. В следующий раз подготовься, выиграй, да, ты будешь героем. Я Дмитрий Касатов. Выступаю на соревнованиях по силовым видам спорта уже более 30 лет. Сначала это был пауэрлифтинг и армрестлинг, сейчас выступаю в жиме лежа. И лет 15 уже произвожу оборудование для пауэрлифтинга. Сначала это были скамьи для жима и стойки для приседаний. Сейчас это уже полный спектр оборудования для фитнес-клубов и тренажерных залов. Весь ассортимент вы можете посмотреть на моем сайте по ссылке в описании. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, где кроме своих тренажеров я выкладываю еще и секреты своей подготовки соревновательной в жиме лежа. По поводу скулбоя. Что думаете? Я вот лично считаю, что скулбой один из самых перспективных в армрестлинге. Ну, понятно, что он пока юниор. Юниор Да. это был он 7 лет назад. Он был юниором. Мгм. Сейчас он уже мужик. Да, открытая И категория. он сейчас должен уже бороться в нашей тусовке и бороться на равных со мной, Да. бороться на равных также и с Ливаном, и с Эрмесом. А его все до сих пор приравнивают к юниорам. Да, и юниоров он сможет побороться, вопросов нет. Он хороший парень, отличный парень, да, но для высокого уровня еще ему нужно тренироваться. Да, я не сомневаюсь, что он сможет бороться в дальнейшем с нами, но еще нужно ему время. Я с ним стоял Мгм. за столом Да, что? буквально, наверное, это было, да, когда я боролся, по-моему, с Дэйвом Чейфи 1,5 года назад. Это было. Мгм. Да, тогда я с ним стоял на левой руке за столом, но еще нужно набираться сил. Интересно. А что думаете по поводу Кирилла Сарычева, его перспектив в армрестлинге? Ну, Кирилл Сарычев очень сильный. Даже мы с ним были на тренировке, и на отведение он поднял на 2 килограмма больше, чем я. Отведение очень сильное у него. Мгм. Но нужен опыт. Набираться опыта очень тяжело, так как за столом он постоит небольшое время, начинают руки болеть. Мгм. Он, так как силовик, он пытается показать всю свою максимальную силу, а при этом показе начинает у него болеть связки. Но с каждым годом он становится все сильнее и сильнее. То есть тот Кирилл, который был 2 года назад, он уже сейчас не тот. Он очень крепкий, очень сильный. Да, соперник даже там, возможно, не сильно высокого уровня сможет его забороть на старт, но по силе Мгм. он мало кому может уступить. Очень сильный. Хотелось бы посмотреть его, ну, им там, не знаю, в сетке или в армфайтах каких-то Я бы хотел официальных. посмотреть бы его онфайт с Ларри Вилсом. С Ларри Уилсом. Да, Ага. они давным-давно, Кирилл приезжает и каждый раз борется с Ларри. Один раз я видел, что выиграл у Ларри. В следующий раз я видел, что его выиграл Кирилл. И даже я наблюдал за тем, что когда Кирилл выигрывал Скулбоя. Не помню, на какой это руке было, но это было. Мгм. Он Это очень последний сильный. раз Скулбой уносил Кирилла. Ну, по крайней мере, там видео. Это когда было? Ну, месяца 2, наверное, назад. Ну, может быть, да. Потому что я говорю, что Кирилл акцент особо не делает на армрестлинг. Но он им Мгм. очень нравится. Саша, соответственно, он предан армрестлингу, фанат армрестлинга. Ну и опять же говорю, это все техника, это старт, это все разные вещи. Когда люди берутся чисто на силу, там уже все по-другому идет. Так, и нас тут поправляют. Скулбой 23 года. Я сказал 25. Ну, 23, ладно. Это уже не юниор, так или иначе. По нынешним правилам 2 года не юниор. Но по тем правилам, когда я боролся, 5 лет уже не юниор.
То есть для меня, как вот было до 18 лет, после 18 уже мужики. Сейчас сделали до 21 года. 21 год это уже не мальчик, это уже мужик по факту. Друзья, не все знают, кто для вас снимает, пишет сценарии и монтирует ролики. Пользуясь случаем, представлюсь. Чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Именно я обращаюсь к вам периодически с просьбой помочь мне провести то или иное мероприятие. И благодарен всем тем, кто не игнорирует мои просьбы. В этот раз я вновь обращаюсь ко всем моим дорогим зрителям с просьбой. Мы проводим турнир «Стальные руки», где будут армфайты среди людей с ограниченными возможностями. Соревнований с хорошими призами для здоровых людей достаточно много, чего не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне в проведении данного турнира. Ваши деньги пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям турнира. Денежные средства можно перечислить по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Вас ждет еще очень много интересного. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятуллин Руслан.